Малиновый хутор, утро в росе, ветры шепчут тайны в небесной красе. Скрипнет калитка, зовет за собой. Земля предков, ты мой дом родной. Два дома стоят, деда и отца, где песня льется прямо от сердца. Родина моя, теплый свет в глазах, в малиновом хуторе счастье в руках. Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем наш новый ролик. Приехали мы на хутор и сразу вот как чувствовали. Я говорю, давай на озеро. Давай. Мы Подходим, чуть-чуть. а тут посередине вот такое вот лежит Больше. черное. Больше Вот такое. вот так, да. И пока мы достали, камеру, чтобы снять, и только уже сняли, просто Нырнула. эти волны, которые расходятся. Кто это, я не Вариант, знаю. либо выдра, либо Бобер, бобер. андатра, Вот может, здесь, какая-то. Да, может быть. Здесь повалилось дерево, оно разделилось так на две части, часть упала в воду. И там вот оно просто складывает. Да. Это принцип складывает так, перекрывать типа бобра. Нет? Да я не знаю, что он там надо делает. Нору почитать. какую-то Вы подводную. понимаете, мы были еще далековато. Она нас услышала, нырнула, и все. И вот мы уже тут стоим, может, минут 15, и она не выныривает. Угу. Мы хотим же с вами поделиться этим событием, но мы не можем. Мы в шоке, мы просто были в таком шоке. Мы не ждали видеть вот это пузо или что там Я было. думал, это черепаха сразу. Огромное. Которые нам говорили, что тут огромная черепаха Но живет. здесь вот видно, она просто точит деревья и складывает все ветки туда. Зачем она так делает? Она себе типа создает, может, какой-то на воде мост Не или знаю. что? В общем, я не знаю, вот как вам словить вот это, то, что мы увидели? Может, когда-нибудь и словим? Но мы не ожидали, просто мы были не подготовлены снимать. Я говорю, давай поедем на озеро, посмотрим, что там, как вода там поднялась, потому что мы уже давно сюда не ходили. Мгм. А тут такое, очень интересное и непередаваемое ощущение, тем более в лесу. Это такое себе. Вот так вот будем с вами начинать наш новый ролик. Вот там мы нашли ее нору. Она прям вот из воды выходит, прокопана так, выбирается на сушу. Идет вот там вот сразу видно, как она прям как топором вот так вот Да. вырубывает. Вообще. Мы еще думаем, где наша вся рыба? Да, она ее ест. Где наша вся рыба? А она знает, где наша Если вся бы мы рыба. сняли, какая она огромная, Вот. там Ну, метра издалека полтора вот длины такая. издалека было. Ну. Морда торчала, и Я потом морду не спина видела, там я шевелилась. видела, пузо это или спина, или Спина что, это я не была. сообразила на то, что ты такой, типа, что это? Я не сообразила, куда сейчас смотреть надо. Вот все, мы нашли тот, кто лакомится нашей тут рыбкой лесной, хуторской. Это не дело. Что сделаешь? Это природа. Но очень интересно, она там такие норы делает, так необычно. Вот то, что там в интернете посмотришь, книжки там почитаешь, увидишь, а тут мы вживую посмотрели. Вот еще как-то надо ее прям очень хорошо видеть. Всегда теперь надо на озеро подкрадаться. Да. То есть очень-очень тихонько и сразу кидать взгляд. Может, наши, слушай, лебеди тогда улетели из-за нее? Она Нет? тут давно живет. Давно. Тут нам говорили, что живут черепахи. Прям люди, которые ходят сюда рыбачить, прям видели черепахи, подплывали вот к ним.
Мы наконец-то добрались до хутора, но ненадолго. Мы сейчас затопим печку потихоньку для того, чтобы просыхала печь, просыхал дом. Нам нужно взять инвентарь, всякие там кусачики, там секаторы, потому что сегодня мы после обеда уезжаем снова ко мне на родину, к моим родителям на малиновый хутор. Будем помогать ухаживать и подготавливать малину на зиму. Хочу напомнить, либо рассказать новым зрителям, что в прошлой серии, позапрошлой, мы начали делать навес возле нашего старого разваленного погреба. Он будет выполнять зиму роль навеса, а летом мы планируем сделать из этого навеса летнюю кухню. Сейчас у нас еще есть кое-какие важные дела. Пока топится печь, есть у нас полчасика времени. Пойдемте еще интересным делом позанимаемся. Собираем все наши инструменты, которые у нас тут есть. Так, нам нужны секаторы. Раз, два, три. У нас еще маленький был какой-то. А там в доме он лежит. В доме, да? Хватит нам? Ну, хватит. Раз, два, три. Ну все. Там понадобятся только кусачки, потому что там надо будет малину прямо в земле кусты резать. А заниматься мы сейчас будем вот чем. У нас есть куча старинных, старых, которым лет 100 уже вещей. Посортируем на такие, как мы видим, старые. А подписчики нам, конечно, напишут, что это такое. Тут мы были в шоке, да, с такой капаныцей. Да. Такая длиннющая. Может, они все такие были, да уже постирались в земле? Ну нет, каждый делал вот, свою это капаницу. Мощная. Так вот тут еще можно маленькая. отреставрировать, пользоваться. Вот это все. Я, конечно, могу ошибаться, наверное, но вот этим, наверное, одежду мыли. Вот так вот отбивали. Отбивали и гладили. Или... может это сольна что-то еще делали вот этим? Били. Нет, это бить, гладить, стирать. Короче, мы, может, ошибаемся, но вы нам напишите, вот такие вот лопатки для чего они нужны. Тут еще какая-то такая ручка типа была. Ну, это, мне кажется, да, это что-то такое мы где-то видели, как одежду. Угу. Так, это старинный супер. У нас супер старые завесы есть. Это еще с нашего погреба здесь, когда я его разбирал. О, какие, я не знаю, тоже сколько им лет. Очень много. Так, бабка, наверное, вот это называется. Если я не ошибаюсь, это точить косу. Это полуавтомат. Тут пружинка, если ее разработать, она будет работать. Сюда только косу подставляешь и тш-тш, клепаешь ее. И вот этот пипсик назад отлетает, а там внутри он бьет. Тоже старая вещь. Это тоже молоток, косу.
стамесочки. Ну, это уже такие, наверное, более современные стамески. О, серп. Какой старый. Смотри. Сколько ему вообще. Вот ему очень много лет. Можно на него сделать ручку вот со стамески какой-нибудь. А можно, может и так лучше ставить, правда? Пускай так будет. Вот тут такие бабки есть, такие молотки. Вот это тоже бабка сюда пойдет. Молоток этот тоже пойдет сюда. Уровень. Деревянный еще. Тоже старый. Еще остались такие вещи, которые нам на самом деле могут пригодиться. Вот такая горелка, ну даже исправная, наверное. Стамесочки. Их все-таки я решил, возможно, восстановить или что-то сделать. Они тоже понадобятся. Молоток такой хороший будет. И вот два топорика. Один большой, хороший топор, дрова рубить. И один маленький. Ну вот тут у нас хорошо получилось. Ты говорила мало. Может, еще где-нибудь будем находить какие-то вещи. Потихоньку. Не сразу же целый. А так вот это... Хорошо эта стена стала. Все, собираемся и будем уезжать к родителям на Малиновый хутор. Там немножко поработаем, поможем, потому что вы же видели, какие там гектары. Надо их спасти. Ну и нам же полезно, мы же посадили малину. Сейчас будем впитывать информацию полезную. Обучение. Поэтому поехали. Видите? Да. Она уже нас в окне ждет. Все, мы приехали. Сначала к бабушке в гости. Мы идем. Добрались. Нам долго ехать? Мама, страшно. Привет. Привет. Не поняла. Вы что, в хате не были? Ну, давно они не были. Вы же Мы приезжаете приезжали обычно сюда в гости. А сколько ты тут не был уже в хате? Не знаю. Ой, Боже, милостивый, Боже. Что? Это ж ты. Похоже, похоже. Что, не похож на тебя? У тебя, кстати, 6 месяцев. 6 месяцев. 6 месяцев. А на той, от як это, сколько то було малої там сидить на 6? Ні. Там, наверное, 3 месяца ей.
Новий год, вона ще родилася коли? Ну так а мы раньше фотосессию делали. А, Так вы расскажите, что вы там с телефоном? ой, ну показав же тебе. Потому что все подписчики писали наши, как там бабушка. Ой-ой, первый раз. Надо было писать и рисовать на листике. Ей объяснять как. Но вы уже разобрались. Я Кирил сидів, я все знала, показувала. А зараз, ну вже хоч зараз знаю, як знайти відео ваше, що ви присилаєте. Ці Ну а в фотографії. Ютубе вы смотрите наши видео новые? Конечно, смотрит. Стрикаю, в общем, що попадає, те я дивлюся. В общем, Лена прислала для мене, свою дачу зняла, прислала. І на роботу вже іде і дзвонить мені. Я вже ж тут так, як вона позвонила для мене, то вже знаєш, що треба ту зелену доверх послати, навіть з нею розмовляти. Каже, я тобі там дачу прислала, посмотриш. Кажу, хорошо. Чи це саме, і будеш одразу дивитися на ту дачу. Сейчас я тебе... О, он, это твоя любимая книжка будет, «Навеки юные». Это про юных партизан на войне. О, это Иван Мелеш. Вам погрузимо зараз мій пакет. А то вони мені ж кажу, не треба, викинути шкода. Тоді ще ніщо давали. Сосиски всегда готовят. Петр Первый, Толстой. Тоже хорошая книга. Представляю, сколько это я читать можно. А читать, так вы еще не изучаете. Зачитаем. Бывает, но и вот Сейчас не мы бывает. бабе все поудаляем, оставим только Я могу основные все хорошее. приложения. Потому что она где-то откроется вот так вот две страницы, и она все уже психует. Не знает, как листать. Кричит, звонила нам. Берите. А чем мы ей поможем, если мы в 300 километров от нее? Я выбираю пока. Все, это мои І в книги. магазин ходили, як вже посилали нам бумажки. Вау! Тима, а ты сказку любишь? Ваші родителі не знають, як ми Вот добывался. военные. И это, не знаю. Ну, Ника, ну не надо, говорила. Книжка. Все, мы тебе, короче, сделали. У тебя будет одна страница только, и вот тебе YouTube, и вот тут Viber. Это Где мы пишут? тебе пишут все. Ясно. У тебя будет тут типа, когда тебе придет сообщение Viber, у тебя тут будет 1, 2, 3, 5 там. И тут, когда выйдет наш ролик, Ну так я бачу, що на них ніякі не стоять, ніякі є. Я ж то ж. он сегодня, кстати, вышел уже, вот. Новый ролик уже есть. Ага. Ну я вже тут трохи дивилася з Кирилом. Для мене знайшов, я так кажу, он дав свіжий, тут, що вам прислали. Вайбер виберемо. Так. Єлена. Кому позвонимо? Сину Саші позвонимо. Да, звони. Син Саша. В общем, я його нажимаю тут. Отут, Да, тут нажимаешь. да? А потом вот тут. Либо, нет, вот, у тебя уже сверху. Либо вот эта трубка это просто звонок, а вот это рядом это видеозвонок. Да. Ты можешь Да. по видео позвонить. По видео звони. А й надо. Звони видео. Сейчас будем с ним разговаривать. Вельми буду надто крутая. Ну все. Крутая. А что А ты я хотела? перевернути його. Все, ты Не смотри, надо, он вы щас видите, поднимет. как вас видит? Страшно. Не страшно. Ты наоборот веселая. Веселая. Все, спасибо, Аннушенька, моя хорошая. Спасибо, моя хорошая. О, все, поднял. Все. Привет. Тож він не бачить тебе чи Все он бачить? видит, во, видишь, тебя видно. Ти бачиш? Свою сім'ю бачиш? Бачиш свою сім'ю? А що тут так нічого? Бачу. Это чуть-чуть телефон это. Заїдає. Чуть-чуть. Интернет. Это может у него плохой интернет. А ви вже вечері наготовили самі, але вони ще їх треба купляти їх. Їх не є. Я тебе Що от пожари не спасуть. Ноги
Баба уже книгу подарила Тимуру Бужику. Это какой очень он начал хорошо. читать? Это же «Навеки такие, юные». «Навеки юные», да. Он будет становиться. Именно Он уже таких читает. вот. Мы Я бабе думаю- помогли тоже стать современной. Телефон. Теперь она может с нами видео, аудио, все, фотографиями там. Наше видео сбрасываться, смотреть. Да, я ж вам так покажу. О, то що это тут буде, йой. Ой, що буде. Да. В Новый год выйдет уже современный. Да, современная бабушка. Сейчас Да. за месяц Да, это Мы приловчится. помогли в Новый год уйти Дай современный. то Боже, щоб тільки не вмерти вже. Вже ж телефон є, все вже. Дел куча. Деланная куча. Да. Тимур уже читает книжки, которые выбрал, становится умнее. Баба сказала, читай, будешь умным. Мы бабушку сделали современной, помогли ей в этот современный мир войти. Она говорит, он мне дел уже просто не в проворот. Поэтому в Новый год она уйдет уже современной бабулькой. Новый год это такое время чудес. И, как вы знаете, в Новый год нужно заходить, дорогие друзья, без долгов. Поэтому мы вам предлагаем ознакомиться с очень полезной информацией. Дорогие друзья, кредиты и микрозаймы – это не приговор. Сегодня можно полностью списать свои долги и навсегда забыть про звонки банков и коллекторов. Каждый россиянин имеет право списать кредиты, микрозаймы, долги по картам, займы у знакомых, долги за коммуналки, штрафы, пени и даже налоги. Я хочу вам рассказать про компанию Алексея Доровского «Онлайн-банкротство». Его команда уже списала долгов более чем на 1 миллиард рублей и завершила процедуру банкротства более 1500 человек. Берет в работу даже самые сложные дела и помогает людям начинать жить с чистого листа. Алексей лично проводит бесплатную консультацию, разбирает вашу ситуацию и помогает подобрать план действий. Важно! Процедура реально выгодна, если ваш долг будет составлять от 300 тысяч рублей. Ниже просто не имеет смысла. И отсутствует автокредит. Переходите по ссылке в описании и по промокоду DS вы получите скидку 10% на услуги компании. Начинайте жить с чистого листа. Это кто? Я не знаю. Бабушка? Да. Алина. А це така була Та бабушка. симпатична, бачиш, яка була, зараз яка. Батьорочка для картошки. Як тёрочка для картошки бабушка стала. Дедушка, дедушка. Да. Ну да. Тимурчик, это ж не посмотри, дед какая Саша. твоя бабушка была. Подивись, як бабушка була одета. Дедушка. Есть, а тут и... Дедушка. Да, 10-й Это класс. дедушка? Это дедушка. Нет, это братик. Какую фотку нашел? Тим, ты. Тика, кто это? Папа. Смотри, какой. Ничего нам не надо, что вы хотите. Это вот там нравится, мама. Мне... Вот это дача, где мы с вами, друзья, были как-то месяц назад, может быть. Смотри, дом красный. Бабушка какая, смотри. Яночка, расскажи мне. Я вам просто напишу пропорции и Да, 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 соотношение, сколько там самое. Мене ж вони без сітцевини, без всього. Одні такі долечки яблук, навіть сітцевини вирізала. А вы закатываете? Ну, а як же, тут не сохраниш у городі. Это что еще? Тут 0 таблета і шойну. Это что? Пожалуйста, яблоки. Я... возьмите. И все, на 1 килограмм тыквы 250 грамм сахара. Ты пиши. Я написала. Ну, И ладно. 1 чайная ложка лимонки. Ага. Вы нарезали все, насыпали и оставили на ночь. На ночь. Ну, И оно пускает сок. Как пустило сок, ставите на огонь, закипает. тут, а все там соку кипятити. Да, Ага. закипает, варите 5 минут, Мгм. отключаете. Ровно как закипело 5 минут. Именно, чтобы кипело 5 Да, минут. 5 минут Мгм. отключили. Оно Ага. остывает. Полностью остыло, снова 5 минут варите. Ага. Отключаете, остыло, все процеживаете и на Набросла сушилку. и на сушилку. Все, просто 2 раза поварить по 5 минут. Ага. Ага. А мы не хотим. Так дырка что тут Так вот. большая. Ну, Да какой больше, чем 3-4? Так слушай же, ну. Там нету дырки. И это
саме дивлюся, то я тою головою так. Я тою головою. І вже от, і він сам старається. І він сам старається, щоб як-небудь є те саме. Потім Господь милостивий змилився, я не знаю, як та голова вилізла. То я вже думала, то вже мені буде вже сама засуну свою голову туди. От як туди можна було залізти, засунути голову туди? Ну, папина залізла голова. Это баба вспомнила, как я забыл. Забыл? Баба И вообще вспомнила, не как я помнишь. вот там вот засунул И голову. вообще не помнишь, ага. Не, я уже сейчас помню, Тимур, я забыл, что было. подивися, що робить. Тим. Тимур, это не шутка. Я не залезаю. Залез, засунул голову и не смог достать. А потом, Или ти как слухай, достали? ти в мене був. Папа, как Я наварила достали? красного борща. Ти так його хорошо їв, що я прямо аж не могла обрадуватися. Я. Накормила я тебе капітально. Слушай же, а надо до баби Ані завести тебе, Ты завести. куда ноги сунешь, братик? Пошли ж ми туди. У баби Ані зайшли нормально, а потім, як почав кричати, почалися ніякі крикси. Боже милостивий. Ох, думаю, я борщом вже мстів перекормила, де мені що зробило, то чи що. Визиваємо скорою. Приїжджає скоро, я був на скорій такий жидок. Йому, мабуть, їхав в Америку, тому що я його давно його не бачив вже. Такі вони рубашки такі одягав бабські, такі длинні, шовкові, тонкі, ходив такий от. Приходить, а що случилось? А ти кричиш і рот не закривається. Господи! Ми вже посиділи коло тебе двох. А він каже, подивився на тебе, пощупав. Каже, здоровий ребенок, а чого він кричить? Каже, хто з вас вміє так чи наш читати? О, добре, що ти знімаєш. Я кажу, я. Читайте «Отче наш». И вот читаю. «Отче наш, и же еси на небеси, но избави Артема от криксей». 3 раза Яна прочитала вот это, закрывся рот на замок. Это было. Яночка, запомни, я тепер, якщо що, яке я ложу заспати, де то мене що яке таке болить, я 3 рази читаю «Отче наш» і в кінці говорю, одна боль сняти, боль сняти з серця. Головная боль, шум в голове, в ушах. Вот это я каждый вечер ложусь спать, и вот это у Бога я прошу. 3 раза читаю «Отче наш». І ти розумієш, що закрився рот, ну ні кошняшеньке було, ну, скажи, пожалуйста, ну. Вже ж тобі було в мене добре, ох, як я за тобою дивилася, йой-йой-йой-йой. А ти ж баби любив бути, ой, бо любив. І в цій хаті, і там. Так слухай, Артема, скільки тобі було, коли ми вже в Положині з тобою жили? Не было, ну, может, Ти ж у 5. школу не ходив, сидиш ходив. Наверное, было. Хай буде тобі. Баба тут антиквариат собирает. Антикваріат, да. Ой, Боже. О, Часы. их собрать нельзя. А те є твої, сталися ще живі? Да, не у меня. Ну, вони по наслідству передадуться потім Тимуру. О, Та не хороші часи тоді. От так. Каждый себе сейчас выберет по часам. это мои О, часы. Я Это помню мои. эти часы. Там не механічні є ті самі, настоящі ручки, батарейки, чи які я не Ну, знаю. это мои. Це в мене така ручка, це на мою ручку були. Это раньше у вас такие часы были? Мама. А що ви без шапок? Пока, бабушка. Ніколь Бішак. Пока, бабушка, пока, внученька. Заходи. Здравствуйте, наша внучка. Здравствуйте, мой внучек. Заходите. Маленький Наталья. Настоящее белорусское утро. Дети уже наелись. Я что-то поздно встал сегодня. Начинается с блинчиков. Поэтому Артемий. Хорошо, зайчик.
О. Ну что? Очень сметана. Что? Со сметанкой будешь? Да, Будешь? Тарелочку кидать? да. Пожалуйста. А ну так слышишь, так мы же просто местами махнем тарелки, ты сюда сразу будешь макать и есть. Ну, ты макай и кушай. Ну, смотри, тарелочку ты ставишь туда. Смотри, какой маленький. Вот этот породистый. Два я не поломала. Ой, молодца. Теперь, тортик может теперь. Длинненький был. Самое настоящее деревенское белорусское бабушкино утро. 3 вида блинов со сметаной. Все, сейчас завтракаем, собираемся и едем на Малиновый хутор. Поехали. Поехали. Шахматы. Они, видишь, эти кружочками в основном такие, которые идут вяленые. А цитаты такие, рубаные. Да, подписано. Набрали снова. Всем очень понравилось. Вяленую айву, цукаты из айвы, клюкву вяленую, такие вот подарочные. Мама много моя заказала, угостить и себе. И мы себе взяли вяленую айву. Да. Вот это вяленая айва, это самое вкусное. Клюкву мы же свялили сами, нам она уже не надо. А айву мы не делали. Поэтому набрали. Целая гора. Вкусно, полезно. Поэтому полесские журавины нам вот такую вот вкусноту делают. И они, кстати, и продают много где. И выставки у них, и все, поэтому кого по Беларуси, они же даже, наверное, на экспорт. Да, наверное. Будет на слуху, поэтому покупайте. Это очень вкусно. По куску. Приехали мы на Малиновый хутор уже. Сейчас сначала нужно спанбон снять, а потом начнем обрезать малину. Дел тут куча просто. Еще раз, два, три, целых 4 ряда. Я утеплен. Вот так вот Шарфик хожу, натягивай. нос закрываю. Но я уже как бы здоров, если честно. Ага. Но все равно нужно нос чуть-чуть теплее держать. Погода сегодня, да, такая чуть-чуть ветреная Обязательно. просто. Ты будешь греться ходить. Тут мы не замерзнем. Тут работаем. Шарфик натягивай. Самое главное. Ну, да.
деле, да, в этом году им спанбон спас весь урожай. Да? И вот он же не был до самой земли. Она просто была вот так вот прикрыта куполом. И, ну, в саму землю спанбон не был прикопан. И Так он не надо было Очень ягоду много, вот. сохранять. еще ягоды пооставалось. Очень много. Ну. Вот тут на одном кустике, я не знаю, сколько тут, ну, штук 30-40, наверное, ягодок еще могло быть. Да. Поэтому, кто занимается малиной, у вас в закромах должен быть спанбон. На всякий случай. Можно его раньше, там, весной повесить, вот так вот, если уличные условия. Так они будут по весне накрывать на земле. Почему? Потому что она же сейчас вырежется, потом она пойдет в рост, и вот в прошлом году она замерзла, а в этом году они уже ее будут ну спасать. Да, может быть. А это уже на осенний наверх. И это лучше будет условия, чем тепличные. Если бы Сергеевич не подтянулся, видишь, какая старательность большая, предпочитается. Нет, чтоб внучика говорил, подтянул. Нет, чтоб внучика говорил Артемку. Ну, Артемка, само собой. Что ты без понятия выговорил? Артемка, внучок должен рыть, как бобер. Сергеевича надо подтягивать в эту сферу. Ну да. Порох понюхай маломальски. Внучок пороху нанюхался выше крыши. Надо контролировать, чтобы ты не заснул радку. Зима заклятая. Ну как обстановка вообще, в принципе? Отлично. Настроение. Молодежное. Молодежное. Молодежное чи балдежное? Молодежное. Балдежное? Да. Ну знаешь, балдеть. Балдеть не в окоп рыть, да? Правильно. Ну все, напряженка. Давай старайся, надо положить эту все братьев в громаду. Я не все, от мороза ударяю. Так а что, какие эти? Как что начинать-то? А, вы залаживаете наверх навоза, удобряете. Срезанное. Да, сначала суперфосфатом посыпем, а потом навозом уложим. Ага. А вот этот надо резать. Просто под корень и все. Ну да, сына. Ну, в землю, чтобы он срезался. Заехали на озеро. Вот такая вот, что там, мандатра или Чёрная, там, что-то она плавала. там посреди озера. Черная просто. или рыжая? Черная, вот такая черная. Бобер? Чи ні? вот. Может и бобер. Потому что там складывает На дереве складывает себе какую-то в воде нору. ветки, делает, складывает все Воду. воду. На воде ложит. Это верно! Я кипа. Это что, он поесть? Так вот ты, слушай. Вот там нора, короче, в его. Да. А это он на зиму ветки, ну, харчи смыча. Ага. Затапливая, и вот он как замерзла вся эта оказия. Вон там питание. Не может, ну, вот, А, я понял. замерзне все, не может вылезти, и вот он там харчуется этими ветками. А, ничего себе. Нырнул,
откусив. Он там возле вот этой ветки там вот так вот плавал в озере, балдел. Ну там. да, это бобер. Черный такой. Да, да, черный. Какой красавец. Ну, он большой. Он Ну, вот огромный. такой вот, наверное. Ну, тогда Голова была, и потом где-то вот там вот, и А как будто... хвостом не ляпал он. Нет, он нас услышал и нырнул, и все, и мы его ждали, Так ждали. потихоньку нырнул. Да. Это бобер. Сергей, ты должен его прибрать. Да, тут стушим, да все подтянешься сюда. Да, да. Тут запахи підуть по корчах. В деревню то наручники накинуть. А тут же ж, тут я самый главный. Удобрение на осень, на зимовку точнее, идет сначала, вот мама сейчас рассыпала суперфосфат вот так вот чуть-чуть, Как мы сажали. как мы сажали, да, мы показывали, как у нас это все было при посадке саженцев. Вот здесь принцип точно такой же. Суперфосфат поверху и навозное удобрение. И оно такой суперфосфат долгоиграющий. Навоз тоже дает удобрение. Вот, а по весне уже идут другие добавки, более быстрые. Всегда маленький. Сыночка-присыночка. Присыночка. Там уже лежанка натоплена, теплая уже. Да, сыночек. Я уже иду туда. Сыночка-присыночка. Зато на навоз меня. Это потому что самый ответственный момент. Да, она Самое сказала, ответственное направление — это выкладка навоза. она сказала, что ты шаришь в этой теме. Кто ж не поймет, как не дед с бабой сейчас там сидят, мотыкало. У нас, да? Конечно, ответственные. Все много, как надо. Я учили. Надеюсь, друзья, вы не против, если я буду чуть-чуть вот так в этой серии сниматься. Не против. Мне так надо.
как? Ну, близко возле этого. Да, да. У меня там дерево повалило. Ну, И упал. он, да, А, по весне упало дерево в воду. ну, И вот он на этом дереве начал себе строить. Оно глубоко, ну понятно. пол дерева в воде глубоко лежит. И вот он на кромке, где ветки торчали, начал там Ну складывать. да. И всё. А он лозу таскает или что? Да, лозу. Лозу и лозу. мелкие деревья крушат. Как топором фигачит просто. Ну, там такой срез, как будто Чисто топором. такие пни торчат, Ну, ежики. с Он, одной знаешь, стороны- как, он не один год так ждет. У него от этого, мы когда первый раз там видели, ствол и ежики торчат. За лето отрастают с этих ежиков, ну, и он заново их побеги. фигачит. Побеги. Ну, И то там это- просто ежики вокруг озера такие торчат. Ну, это побег, это питание хорошее. Свежак, он чисто свежак Свежее, трочит. Но оно ему легко. молоденькое, вкусное. И вот он начал собирать. Он раньше на В другой прошлом году стороне не озера. На собирал. той стороне. Он был на другой стороне озера. Ну, И переплыл, вот где дерево это лежит. так ему тут выгодно. Ему тут... И у него там тропа вытоптана как раз возле. Да, да, да. Он там ходит в лес, заготавливает и носит туда. Там вытоптано уже просто капитально. Ну, сгодил. А вытоптано так вот, как будто погладили чем-то. Это он своим хвостом, Это да? хвостом. О, это 100% бобер. Видел, как Надо там камеру гладко? ставить, свои слои. Да, надо камеру поставить, чтобы его запечатлеть. Чтоб сфотографировать. Да, чтоб, да, да. Есть зрителям видео, показать. Ну, видеокамера есть на движение у меня. Надо у папы Мы сейчас так забрать. косулю видели, так тоже на озере там снимали. Точно, точно. Надо нам, короче, сделать, Он увидеть что-то не врага в лицо. Ну, зараз він активний бобер, тому що перед ледостав він дуже Ага. активно заготавливає этот материал. Так он, наверное, активно еще рыбу там заготавливает. Не, он же не рыбу. Он не ловит рыбу? Не. Нет. Он Ну, сейчас только... клёва вообще нет. Да. Вообще. А рыбаки там бывают? чи Ну, що? сейчас я не вижу никого уже. Вы видели, сколько приехало работников, а их надо и покормить. Да, надо. Работа, работа, обед по Работа, расписанию да, должен быть. обед по расписанию. Картошечка готова. Мы ее высыпаем сюда. Перекладываем мяском, ребрышками, чтобы было все красивенько. Так. Лучок добавим потом, обжарим его с морковочкой. Крошки налили, добавим сольки. Приправ не добавляем, все натуральное. Мясо даст и вкус, и запах. И отправляем. Упечь. Потрескивает. Температура хорошая, значит.
целый конвейер был. Даже некогда снимать было. Быстро. Не знаю, может, наверное, единственное, что не успеем, это навоз уложить. Ну, на все редки, я думаю, да. Ну, Кирилл резал, я начал возить навоз. Папа потом начал насадкой резать, уже 3 рядка вырезал. Да? 3. Да. Быстренько Я носила всё. приносила, Щас ветки, гребла. листья сгребала вместе с мамой. И уже почти все готово. Ну, единственное, наверное, останется, это может быть навоз довозить. Ну, может, вы эту довозите, Кирилла, еще одну. И останется, может, 2 рядка им. И надо вот позгребать все листья им в кучке. Чтобы еще была. Сколько было, да? Приехали сюда. Ну да, вы смотрите, мы немало. Буквально сколько, может, часа 4 мы, да, тут Ну. пока пошили. День короткий, так бы мы еще тут, не знаю, прорастать бы начал, заставили бы. Да. Стою, смотрю и понимаю, что я вижу цветы. Но я понимаю, что сейчас их не может быть, потому что сейчас вот снимаем вам ролики, и они такие серые, грустные. Нету ни цветочка, ни зеленушки, ничего. И такое все, да? Вот прям зимнее, осеннее. И тут мне просто в глаза так попадаются, и я такая, в смысле? Они ценоглазки. Вон, пожалуйста, еще. Пережили снег. Мы в прошлый раз с вами приезжали. Даже заморозки были. Это как? Я не знаю. Смотри, и тут, и вот там, вот за мной еще есть. Что-то интересно. И такие они прям живые. Короче, чугунчик я отставил в сторону, он уже полным ходом работает. Сейчас мы немножко зажарим салко, поджарим морковочку, лучок и еще кое-что добавим. Якая бульба без сала? Сало надо. Вот. Вот поставим. Жарилось. Салка уже работает. Так. Это не работает. Еще немножко сала ему жарить не надо. Чок. Возможно, даже ставить не будем, она здесь обжарит 35 температуры. Сало сразу побелело. А только нормально. Ложка не будет, сильно пережарить. Морковочка.
немножко закинуть на минуточку. Подогрелась. Колбаска пальцем пханая. Мясо. А мяса много не бывает. Мясо самый ходовой товар. Особенно, когда хорошо поработаешь. Все получается вкусненькое. И аппетит хороший. Еще, наверное, кидаем колбаски. Вот такая вот Ты на запах пришел? Пахнет? Что тут происходит? Жарим, парим, варим. Да. что ли? Что, лежанка нагрелась, может? Только в любом случае тепленькая. Да. Потому что температура сверху. Так она, и для того, чтобы она нагрелась, ее надо закрывать. Я совсем недавно узнал, как работает русская печь. Тут, Ну. кажется, образованный же человек, да? Я-то думал, что вот это как вытяжка работает. Ну, типа запахи там туда-сюда. А это же дымоход. Вот выход с Ну, русской конечно. печи — это дымоход. Ну да. Так она и есть вытяжка. А я думал, что где-то там еще один дымоход есть. Ну, это ж... Ну, это просто вот печка, топка, значит, где-то есть дымоход. А оказывается, весь дым и все остальное выходит из дверцы и вот туда. Все? Смеялся я ужасно. Мне стыдно самому себе стало. Ну что? Будем забрасывать. Прям вот тут есть даже. Да, все есть. А как это называется? Что? Вот это вот кочерга, которая не кочерга, которая... Так это не кочерга. Эти. Видишь? Она специальная вот эта А, это для под сковородку. сковородки. Узкая, которая с узкой каемкой. Она так чик. Я А это, понял. которая потолще. А под чугунок, как это называется? Блин. Я знаю, как в деревнях. Чаплия или что там, как они их называют. Надо написать в комментариях, Наверное. как называется под чугунок вот это... В разных деревнях по-разному все называется. Ай-яй-яй-яй. Видишь, картошечка, мяско. Мяско, видишь, какое румяное уже. Сейчас мы закидываем, еще немножко томим и все. Как пахнет. Все закидываем тудом. По-правильному. И закидываем назад. Все. Аромат такой. А. Ну, такая вот красота получается. Еще, наверное, мы с Кириллом успеем один ряд уложить навозом. Но сама суть в чем заключается? Всю малину обрезали. Вот эти вот пенечки, они все в земле. Посыпали суперфосфатом, добавили навоз как азотное удобрение, и все, она вот так вот будет зимовать. Ну а по весне там уже будет мама вроде как калийное там удобрение добавлять. Ну, будем вместе с ней. Это уже да. У нас тоже малина есть, Как бы будем вам подготовку показывать. к зиме мы уже поняли. Мгм. Потом поймем, как работать весной уже, когда она начнет расти там, вот это все. Но вот так вот родители делают тут 10 соток малины. И вот такая вот большая плантация, вот она вот так обрабатывается. Конечно, вдвоем тяжело, правда, за этим всем смотреть. Но так как будет получаться, мы будем приезжать всем большим семейством, будем заниматься на малиновом хуторе. Такой вот, он по-настоящему малиновый хутор. Мгм. Такой. Ну там такие вкусности готовятся вообще. Да, но мы сейчас перекусим. Такой сегодня день такой настоящий, такой старинный, такой хуторской. Такой поработал так. Вот
так вот по-деревенски, так, вот такой, руками такими грязными пошел. Сейчас мы чуть-чуть попьем кофе, потому что уже сил не хватает. Я думаю, что мы чугунчик чугунчик заберем домой уже. Чугунчик заберем домой и уже всем Дети, семейством Арина. за большим столом сядем Да. и покушаем. Поэтому уже темнеет, быстро пьем кофе и заканчиваем сегодня. Мы тут с Кириллом заключили пари. Ну, чтобы это было честно, нужно зафиксировать это официально. И чтобы все знали. Мы сегодня официально фиксируем наши пари о том, что и подписчики пишут, что-то я располнел. Ну, может быть, как бы, вес у меня 96 килограмм. Он мне не мешает. Как-то говорят, кости тяжелые просто. Но, как бы, да, хочется и спортом заниматься, держать себя в тонусе. Мы заключили пари до 1 июня, кто больше сбросит. Приезжаем домой, каждый становится на весы, фиксирует свой вес. И 1 июня будем Заново взвешиваться. заново взвешиваться. И кто проиграет, мы пока еще не придумали наказание. Но надо. Поэтому будем заниматься здоровым образом жизни, заниматься собой вместе с вами, как всегда. Кто за? Напишите комментарий. И если вы за, подпишитесь на нас, если еще не подписаны, чтобы следить за этим всем. Я уже начал. Малиновый хутор, утро в росе, ветры шепчут тайны в небесной красе. Скрипнет калитка, зовет за собой. Земля предков, ты мой дом родной. Два дома стоят, деда и отца, где песня льется прямо от сердца. Родина моя, теплый свет в глазах, в малиновом хуторе счастье в руках. Старый колодец, воды глоток, каждый камень здесь знает свой урок. Тени деревьев, как память жива, здесь корни мои, здесь моя судьба. Дома стоят деда и отца, где песня льется прямо от сердца. Родина моя, теплый
свежий хлеб испеча, звезды над крышей шепчут слова. Малиновый хутор, любовь навсегда. Потешная. Все, уже ночь прямо. Кирилл он там уже доезжает, его не видно. Вот, смотрите, что мы заслужили. Нужно написать в комментариях, как называется вот этот вот держатель для русской печи под горшочки. И как называется правильно вот это вот тоже Под держатель, сковородки. ручка для Маленькая. сковородки. Ну, мы уже собираемся, едем домой, уже вкусности из русской печи. Самые настоящие, хуторские, деревенские, многими забытые. Будем пробовать дома. Поехали, хорошо поработали сегодня. Плодотворно. Ну что, как тебе блюдо? Из печи, Костром с пахнет. чугуночка. А вот так же. Вперед ложкой побубать. Ложка деревянная есть. Есть ложка. Ну правильно все берем. По лбу не получаешь. Картошка такая чугуночком, мне кажется. Да, ну такая, костром. Так необычный такой вкус всего. И картошки, и мясо. Я первый раз ем так. Прямо с чугуном. Из настоящей русской печи тоже первый раз ем. Почему первый, сыночек? Который Когда лет ты был 100. маленький, мы же жили на хуторе. Ну так я не помню, Мне чтоб я ел салфетки первый. нужны. А сейчас осознанные вкусы. Очень вкусно. Тимушка моя. Идет трепещет силы, идет глубоко луна. Знаешь? Ну, И дальше. Сидит на суку. На поляне траву, зайцем полночкой сили, и при этом напевали странные слова. Нам все равно, нам все равно. Не боимся мы волка и сову. Дела есть у нас самый трудный час. Мы волшебную синтрынь траву. Нам все равно, а нам все равно. Свет и помой ручки. Так вытащи. древней Чего поет? Трава. Дегустация номер 1. Мама, подарок на Новый год Захару Назару подарили? Нет. Очень вкусно. У нас уже второй завтрак. Поели, чуть-чуть полежали, снова поели. Сейчас собираться будем домой. Уезжать. Ну, такие насыщенные выходные у нас снова получились. Да, дети? Да. Да. И отдохнули, и поработали. Все делали. И блины ели. Да? И еду из печи. Настоящую. Да. Бабушки из деревни. Подписчики, у меня уже зуб выпал. Все приходила? Да. Молодец. Ты сама достала, да? Да. Еще она любит сало. Что она любит? Она всеядная. А можно я наполню витрину? Не
не надо на пол. На пол не надо, ну достатки кормить. Я возьму. Тот, кто всегда за кадром скулит. Видишь, Тимур переборол свои страхи. Так она сидела, говорит, дедушка, ну что, пойдем, я уже готова. Я вижу, как ты готова на мне сидеть. Ну, Я еще книги. Держи. Марика, что ты все раскидываешь? Тим, расскажи, как ее зовут. Это хлеб. Мэри. Мэри. Маленький Ми. Мэри, потому что она черная. Таблетку у нас есть. Таблетка. Мы уже собираемся, будем сейчас уезжать. У нас есть очень важное и интересное задание. Это, я даже не помню в каком году, Новый год. Это садик Утренник еще. твой? Утренник. Это садик, вот на таком вот, Кассета. на видике смотрели. И родительская свадьба. Вот эти вот 2 диска нужно найти в салонном Бресте, переписать либо на флешку, либо на диски уже современные. И было бы очень интересно посмотреть свадьбу, посмотреть Новый год. Вообще просто я вспоминал про них, но что я даже не задумывался. Ну да, сейчас нигде не посмотришь, у нас нету Сейчас этих. нигде не посмотришь. Куда? Да. Видиков, наверное, не найти сейчас уже. Не, ну можно найти, но у нас ни у кого нету, Да. чтобы посмотреть, поэтому Мы надо сделать обязательно дело. где-то перепишем и, наверное, приедем сюда и все вместе посмотрим. Да? Да. Все, мы уже собрались. Будем уже уезжать обратно в Брест. Грузим чемодан. А вы оставайтесь с нами. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас всех любим, обнимаем. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Ноль.